Привет, я Катя, и в этом ролике мы будем с вами ставить елку и делать камин. Еще я сделала вот такой каминный портал из коробок, но поздно поняла, что я не включила камеру. Так что начала, к сожалению, не будет. Вот, но зато снимем оставшийся процесс. Портал я буду отделывать вот этими же оставшимися панелями у меня. Я подумала, зачем нарезать из картона эти кирпичики, если у меня уже есть готовые. Так что будем клеить их на жидкие гвозди. Почему я отмеряю каждый ряд? Потому что вот эти вот колонны, вообще вот эта вот часть, это одна единая коробка. Я ее просто вот здесь вот так вот свернула с этой стороны, и вот так вот склеила. И вот такой получился портал. Я не хотела сильно заморачиваться с этим порталом, так что, может быть, он просто сезон у нас один постоит, и все. Ну, может быть и дольше, кто знает. И вот почему я отмеряю каждый ряд, потому что, возможно, они неровные, кривые. Я же на глаз все делаю, как всегда. Так, все, плиточку я наклеила. Сейчас мы будем красить. Немножко расскажу. Я зашпатлевала поверхность, сделала ее такой неровной, как будто поверхность будет, ну, что-то похожее на камень. Такая имитация камня. Здесь сделала обрамление, да, чтобы, ну, как-то было покрасивее немножко. Покрасивее, как правильно. Вот.
мы покрасили. Сейчас он высохнет, я покрашу на второй слой. Но, естественно, таким белым я его не оставлю, а сделаю чуть-чуть поинтереснее. Сейчас в технике сухой кисти я буду выделять неровности, которые есть, и тем самым структура будет еще больше похожа на камень. Попробую. Я намешала, так как у меня не было черного цвета, я намешала все цвета, которые есть в палитре, и у меня получился черный цвет. Да. Ну, он не совсем, конечно, черный, но приближенный к черному. Вот. Ну, давайте пробовать. Если где-то будет получаться, ну, много, то можно опять закрасить черным, белым. В общем, вот так. Да, многовато, пожалуй. Прикольно. Не знаю, видно вам или не видно. Здесь вот. Здесь много, потому что я изначально не стряхнула лишнюю краску. Я потом это все подмажу беленьким. Крутяк! Верхушку я хочу сделать немного потемнее, чем сам камин. Так что здесь немного будет побольше темного. Ну что ж, пришло время украсить наш камин и придать более новогоднее настроение всему этому. У меня есть 3 таких гирлянды. Я вообще бы хотела сюда какую-нибудь хвойную гирлянду, но, к сожалению, у меня нет ее. И стоит она как будто паровоз. Так что я решила вот соединить все гирлянды между собой и положить сверху на каминчик. А еще у меня есть такая совершенно потрясающая гирлянда, которая называется «Закат». Вот. Вот так вот она мерцает. Покажу. И желтый, и красный, здесь такие цвета. В общем, переливается, как будто огонь горит. Огонь! Ну, ставь лайк. Так вот разложим здесь. Вот. Эффект огня. Не хватает поленьев. Я не знаю, где их взять в этом городе. Так что будет без поленьев. У меня есть вместо поленьев вот такие вот свечки. Не знаю, сколько их хватит. Вот. Пожалуйста. Вот у нас и огонь появился. Что такое?
Ну, так, как-нибудь. А еще есть вот такая совершенно потрясающая варежка. Варежка Деда Мороза. Видите, какие у него руки огромные. Вот, повесим мы ее вот сюда. Положим в нее конфетки. Приклею я на английские булавки. Здесь петелька есть специальная. Так, вот так. А еще мы сделали вот такие фейковые подарочки. Ну, это так для антуража тоже, чтобы было. Осталось только положить конфетки в нашу новогоднюю варежку. Черт. Ну что ж, вот такой камин, вот такая елка у нас получилась. Будем наслаждаться Новым годом. Настроение у нас потрясающее, веселое. И вот эти вот огоньки будут нам дарить радость. А еще конфетки. А я вас поздравляю с Новым годом. Спасибо большое, что вы подписались на мой канал, что ставите лайки, что комментируете. Всем огромное спасибо. И за хорошие комментарии, и за плохие комментарии. Вы большие молодцы. Я очень рада. И надеюсь, в дальнейшем буду радовать вас новым контентом. С Новым годом, друзья! Всего вам самого наилучшего. Пока!